Если бы включили эту историю не случайно, пожалуйста, вначале напишите в комментариях, из какой вы страны и сколько вам лет. Нам правда важно понимать, кто слушает такие истории. А в конце не забудьте подписаться. Впереди еще много историй. Мой сын прислал мне огромный набор капкейков на день рождения. Красивые, яркие, с пышными шапками крема и маленькими сахарными сердечками. А через сутки врачи нашли в креме то, что до сих пор страшно назвать вслух. Если бы я тогда решила, хоть один попробую сама, вы бы сейчас эту историю не слушали. Меня зовут Валентина Сергеевна. Мне 69. Больше 40 лет моей жизни были завязаны на одном человеке – моем сыне Даниле. Я взяла его из детского дома, когда ему было 2,5. Тихий, худенький мальчишка с огромными глазами, который цеплялся за рукав так, словно мир вот-вот снова отнимет у него все. Его родители погибли в аварии. Я забрала его к себе в однушку, дала свою фамилию, прописку и все, что могла. Время, внимание, нервы, здоровье, деньги, которые у самой появлялись нечасто. Я никогда не считала себя героиней. Мне просто казалось так правильно. Если бы кто-то тогда шепнул мне: «Осторожней, Валя, однажды этот мальчик закажет торт, после которого ты можешь не проснуться», я бы, наверное, обиделась. В тот день я проснулась чуть раньше будильника. День рождения. Но особого праздника внутри не было. Возраст уже такой, что больше радуешься тишине и тому, что ничего не болит. В чайнике закипела вода, радио бормотало что-то фоном, когда в дверь позвонили. На пороге стоял курьер с огромной картонной коробкой. «Валентина Сергеевна, вам доставка?» На крышке аккуратная наклейка модной кондитерской, о которой я только по телевизору слышала. Я поставила коробку на стол, сняла крышку, и на меня посмотрела маленькая радостная выставка. Дюжина капкейков. Все разные, аккуратные, как игрушечные. Шоколадные, ванильные, фисташковые с карамелью, с разноцветной посыпкой. Посередине один, самый высокий, с белой шапкой крема и надписью шоколадом: «Лучшей маме». Под подножкой оказалась открытка. «Мам, с днем рождения! Ты заслужила сладкую жизнь. Д». У меня защемило в груди. Последние месяцы от Данилы были одни дежурные сообщения: «Занят, перезвоню, потом заеду». С тех пор, как он женился на Лене, все как будто сдвинулось. «Твоя мама слишком вмешивается», — говорила она при мне, будто шутя, но с металлической ноткой в голосе. «Ты уже взрослый, пора жить своей жизнью». Он сначала оправдывался, пытался усадить нас за один стол, но со временем стал короче в разговорах, реже заезжать, чаще оставаться у них за городом. Я делала вид, что мне все равно, но вечером садилась на диван и ловила себя на том, что просто смотрю в одну точку. И вот целая коробка заботы в креме и сахаре. Сначала я даже улыбнулась, но потом, глядя на эту роскошь, подумала по-старому, по-матерински. Ну куда мне одной столько? Дети обрадуются больше. Внуки Лиза и Костя обожали сладкое. Я, как бы ни косилась на меня Лена своими ровными бровями, все равно таскала им пироги и домашние сырники. «Не балуйте их», — говорила она. «У них свои привычки питания». Но когда дети выскакивали мне навстречу и визжали: «Баба, ты пирог привезла!», у меня оттаивал весь день. Я аккуратно закрыла коробку, перевязала лентой и вместо того, чтобы поставить ее в холодильник, взяла ключи от машины. До их дома в коттеджном поселке 15 минут по скоростной. По дороге я все думала: может, зря тащу? Вдруг Лена опять будет недовольна? Но это же от Данила подарок. Наверное, ей легче будет принять, если скажу, что хочу поделиться именно от его имени. У ворот охраны меня уже знали, махнули шлагбаумом. Дверь открыла Лена, в домашнем, без макияжа, но по привычке выпрямив спину. «Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Вы одна? А с кем мне еще?
Попыталась я перевести в шутку. «Вот, твой муж отправил мне целую коробку капкейков. Решила, что детям будет радость». Я подняла коробку чуть выше. На секунду в ее взгляде мелькнуло что-то странное. Ни радость, ни удивление, скорее как будто кто-то резко выключил ей внутренний свет. Но уже через долю секунды лицо снова стало ровным. «Ох, как красиво!» — сказала она, но голос прозвучал глухо. «Заходите, пожалуйста». И вдруг спохватилась. «Ой, Лиза с Костей только что уснули после школы, такие уставшие. Может, в другой раз посидим? А капкейки я обязательно раздам, им очень понравится». Она осторожно взяла коробку у меня из рук, словно боялась уронить. Я постояла в прихожей, заглянула мимо нее вглубь дома, там было светло, уютно. Так хотелось просто пройти и присесть на кухне, услышать детский смех. «Ладно», — улыбнулась я, — «не буду будить, поцелуй их от меня». По дороге обратно в свою подмосковную двухкомнатную я чувствовала какую-то легкую грусть, но пыталась успокоить себя. Зато дети завтра будут счастливы. Может, это и есть лучший подарок — делиться. Я еще не знала, что этот лучший подарок вечером окажется в истории болезни в детской больнице. Утром телефон зазвонил раньше, чем я успела сварить кашу. На дисплее высветилось «Даня». «Мам». Голос сына был натянутым, будто струна на грани того, чтобы лопнуть. «Ну как тебе, сладкое?» Я автоматически улыбнулась, хотя он этого не видел. «Сынок, я же тебя написала. Я отвезла капкейки Ленин с детьми. Они же сладкое обожают». В трубке на секунду стало тихо-тихо. Так тихо, что я услышала, как у меня глухо стучит сердце. «Что ты сделала?» — спросил он хрипло. «Поделилась?» — растерялась я. «Даня, ну я же одна, куда мне столько? Я им отдала, конечно». «Ты сама не ела? Ни одного?» Его голос сорвался на крик. «Нет», — растерянно ответила я. «Я же говорю, отвезла сразу, как привезли. Что происходит?» С той стороны послышалось тяжелое дыхание. Ни злость, ни раздражение, паника. «Мам, ты должна мне сказать точно. Ты не пробовала? Ни кусочка, ни крошки?» «Даня, у меня в груди начал подниматься плохо знакомый холод. Объясни, что происходит». Он выдохнул, словно его ударили. «Черт!» — прошептал он. «Я перезвоню». И отключился. Я еще пару минут сидела с телефоном в руке, пытаясь найти логическое объяснение этому разговору. Может, у них там орехи, на которые у кого-то аллергия? Может, просто боится за детей? Но почему тогда он спрашивал только про меня? Старый материнский страх, который годами дремал где-то в глубине, поднял голову. Чуть позже позвонила Лена. Ее голос я узнала не сразу, слишком непривычным он был. «Валентина Сергеевна», — сказала она тихо, — «мы в больнице, с детьми». У меня защемило под ребрами. «Что случилось?» Они попробовали капкейки, по одному. Почти сразу обоих вырвало, поднялась температура, их мутило. Врачи говорят, похоже на отравление. Сейчас им уже получше, но...» Она запнулась. Я слушала, как на том конце кто-то плачет. Кажется, Лиза. Доктор сказал, что крем пах странно, когда они вскрыли упаковку. Мы с мужем решили отвезти все, что осталось на анализы. В комнате вокруг меня все поплыло. «Лена», — прошептала я, — «я сейчас приеду». «Не нужно», — неожиданно резко ответила она. «Сядьте пока. Нам сказали дождаться результатов. Если подтвердится то, о чем они думают». Она замолкла. «О чем?» — едва выдавила я. «Я вам потом скажу», — сказала Лена и отключилась. Всю оставшуюся часть дня я ходила по квартире, как загнанный зверь по клетке. Доставала из шкафа вещи, складывала обратно, включала чайник и забывала зачем. Садилась и вскакивала. В голове стучала одна фраза. «Ты сама не ела? Ни одного?» Я смотрела в окно на обычный двор, где дети катались на велосипедах, и пыталась представить Даню маленьким, в его первых сандалиях. Мальчик, который боялся темноты.
залезал ко мне под одеяло. Неужели этот мальчик сейчас так боится не за детей, а за то, что отравилась я? Эта мысль была как предательство внутри, и я отталкивал ее как могла. К вечеру Лена все-таки позвонила снова. Голос у нее был сиплый, но ровный. «Анализы пришли», — сказала она. «В капкейках нашли следы сильного яда». Она произнесла название. Оно показалось мне чужим медицинским, но я потому, как она выговорила его, поняла, это очень серьезно. Детям промыли желудок. Сейчас их наблюдают. Говорят, должны оправиться. И еще... Она сглотнула. Врачи сказали, что по концентрации выглядит так, будто порция была рассчитана на человека постарше, на взрослого, на одного. В комнате стало так тихо, что даже холодильник замолчал. «На меня», — сказала я одними губами. «Они не говорят на вас», — сухо ответила Лена. «Они говорят на одного взрослого. Но я умею считать, и вы тоже умеете». Мы замолкли. «Лена», — тихо сказала я, — «ты правда думаешь, что мой сын...» «Сейчас я думаю только о том, что мои дети живы, и о том, что то, что должно было попасть к вам, попало к ним». Мы попрощались, но меня уже не отпустило. Ночью я не спала. Сидела в кухне, сжимая в руках чистую кружку, и шептала в темноту: «Только не он, только не мой Даня». Утром телефон завибрировал снова. На экране высветилось имя, которое я давно не видела. Люда, сестра. Сестра жила в другом конце города. Она всегда принимала Даню, когда он ссорился со мной. Я знала это, хотя она и делала вид, что просто заезжает племянник. «Валя!» — ее голос дрожал. «Даня у меня. Он приехал вчера поздно вечером. Ходит по комнате, ругается, говорит, что все не так должно было быть». Я не понимала, о чем. Я закрыла глаза. Пазл начинал складываться. И получалась картинка, в которой не было места случайности. «Люда», — сказала я, — «я сейчас приеду. Не отпускай его никуда». Это было утро, когда я перестала быть просто мягкой мамой и впервые за долгое время почувствовала, как у меня внутри собирается что-то жесткое, как стальной прут. Я еще не знала, что впереди полиция, юристы, суд и новая жизнь, но я уже точно знала, что делать вид, будто ничего не произошло, я больше не буду. Это был мой первый крючок самой себе. Хватит. У Люды дома пахло тушеной капустой и старой мебелью. Когда я открыла дверь своим ключом, он у меня остался еще со времен, когда мы часто друг к другу ездили. В коридоре было тихо. Даня сидел на табурете в кухне, уставившись в одну точку. Взрослый мужчина в дорогой толстовке с хорошими часами на запястье и с глазами того самого мальчика из детского дома, которого я когда-то уносила на руках. Только в этих глазах теперь было не доверие, а злость и отчаяние. «Ну что, поговорим?» — спросила я, не присаживаясь. Он дернулся, поднял на меня взгляд. «Ты не должна была им ничего отдавать», — выдохнул он, даже не поздоровавшись. «Что именно я не должна была?» — спросил я спокойно. «Сладости, которые ты мне подарил?» Он скривился. «Мама, не начинай вот этот тон, ты все усложняешь». «А ты хотел упростить?» — неожиданно твердо спросил я. «До одного капкейка?» Люда, которая хлопотала у плиты, замерла, повернувшись к нам. «Даня», — прошептала она, — «скажи, что это какое-то недоразумение». Он резко встал. «Да что вы все ко мне прицепились? Хватит делать из меня чудовище!» Я не повысила голос. «Тогда объясни», — сказала я. «Почему в капкейках, которые ты мне подарил, нашли яд? Почему ты вчера спрашивал только одно, ела ли я сама? И почему тебе стало легче, когда я сказала, что отдала детям?» Он подошел к окну, уперся руками в подоконник.
Плечи мелко дрожали. «Ты никогда не сделаешь то, что нужно», — сказал он глухо. «Всегда все по-своему. Даже умереть нормально не можешь». У меня в голове на секунду зазвенела пустота. «Повтори», — попросил я. Он обернулся. «Я видел твои бумаги», — процедил Даня, «когда ты лежала в больнице с давлением в прошлом году. Твои вклады, накопления — это старенькая квартира, дача, 2 с лишним миллиона. Для кого ты все это держишь? Для себя, для спокойной старости, для того, чтобы никого не просить, чтобы, если что, нанять сиделку, а не падать кому-то в ноги». Он усмехнулся. «Ты все равно бы не успела это потратить. Ты вечно все откладываешь, на потом». Люда прижала ладонь к рту. «Даня!» «Я не хотел ничего плохого», — заговорил он быстрее, словно оправдываясь не мне, а самому себе. «Я хотел, чтобы все прошло тихо. Ты бы расслабилась, съела пару штук. Твое сердце и так еле тянет. Никто бы не задавал вопросов. Старость, давление, Слова повисли в воздухе, как смог. «А дети?» — спросила я. «Я знала, что ты всегда делишься с ними. Я видела, как я тащу им пироги, как радуюсь их смеху». Он дернул плечом. «Ты опять все испортила своей добротой. Я рассчитывал на тебя, а ты полезла к ним. Я дозу продумал так, чтобы просто ты ушла во сне, без мучений, без этих сцен». Где-то глубоко внутри меня что-то хрустнуло. Не сердце. Оно продолжало биться. Сломалась иллюзия, что мой сын не способен. «То есть риск для Лизы и Кости тебя устраивал?» — спросила я. Он отмахнулся. «С ними вообще ничего не должно было быть. Они попробовали меньше. Это твой просчет, не мой». Сестра разрыдалась, опираясь о дверной косяк. Я почувствовала, как все, что я копила в себе месяцы, боль, обида, попытка объяснить его холод усталостью, вдруг исчезает, оставляя место тихой ясности. «Между нами все», — сказала я спокойно. «Не драматизируй», — фыркнул он. «Что ты сделаешь? В полицию побежишь? На собственного сына? Ты никогда не могла никому сказать «нет». Я посмотрела на свои руки, привычные с возрастными пятнышками, с тонкими пальцами, которые годами крутили котлеты, заправляли одеяло, держали его маленькую ладонь. «Это было до сегодняшнего дня», — ответила я. «Я уже сказала «нет». Сначала капкейком, потом тебе». Я взяла сумку. Люда металась глазами между нами. «Валя, может, по-тихому, в семье разберетесь?» «Люда». Я мягко посмотрела на нее. «Когда в семье пытаются убрать старого члена ради денег, это уже не семейный разговор. Это уголовная история». Я вышла из кухни, не хлопнув дверью. На улице дул холодный ветер, но мне впервые за долгое время стало легче дышать. Не потому что стало хорошо, а потому что я, наконец, перестала притворяться, что все в порядке. Первым делом я позвонила в детскую больницу и попросила соединить меня с лечащим врачом Лизы и Кости. Говорить было тяжело, но врач слушал внимательно, задавал уточняющие вопросы, попросил приехать и написать заявление, чтобы всю ситуацию зафиксировали документально. Потом я нашла в записной книжке номер Игоря Степаныча, юриста, с которым пересекалась несколько лет назад по мелкому вопросу по даче. Тогда он сказал: «Если что-то серьезное, звоните, не тяните». Я не думала, что что-то серьезное будет о моем собственном сыне. «Игорь Степаныч, здравствуйте, это Валентина». Я коротко изложила суть. На том конце воцарилась пауза. «Приезжайте», — сказал он. «И не вздумайте никому ничего подписывать и решать по-родственному. Нам нужно защитить вас, детей и ваши деньги. В такой последовательности». В его офисе было светло, пахло кофе и бумагой. Я сидела на стуле, крепко сжав колени, и рассказывала. Капкейки, звонок Данилы, больница, разговор у Люды. Игорь записывал, иногда поднимал глаза, переспрашивал даты и время. Ни одного «как он мог», ни одной лишней эмоции, только работа. «Смотрите, Валентина Сергеевна», — подвел он итог. «У нас тут 3 линии. Первая — уголовная. Покушение на вашу жизнь и создание угрозы детям. Вторая — гражданская. Защита вашего имущества, счетов, жилья. Третья — ваша безопасность и безопасность внуков. Но он же мой сын.
Вырвалось у меня. «Сейчас он человек, который сделал выбор», — спокойно ответил юрист. «Его кровь в вашем паспорте не отменяет фактов». Он попросил: «Скажите, про какие деньги он мог знать?» Я перечислила. Накопительный вклад, старые облигации, страховка, дача. Игорь прикидывал в уме, записывал суммы. «Для человека с долгами это лакомый кусок», — сказал он. «Я предложу вам сегодня же перевести часть средств на новые счета и ограничить к ним доступ. Мы поставим уведомления на все операции, заблокируем возможность оформить кредиты на ваше имя». «И еще?» «Я бы привлек частного детектива», — добавил он. «По опыту, там, где есть такие решения, очень часто рядом висят казино, микрозаймы и странные дружки. Нам нужно знать, с кем ваш сын связывается». Так в нашу историю вошел Данил, бывший оперативник, теперь частный сыщик. Крепкий, немногословный мужчина с внимательными глазами. «Начнем с его маршрутов», — сказал он, когда мы познакомились. «Где бывает, с кем встречается, что делает с деньгами. И еще дом, то, что связано с детьми и женой». Я дала ему все, что знала: адреса, номера телефонов, профиль в соцсетях. Ощущала себя предателем, но знала, это единственный способ перестать быть жертвой. 2 дня я занималась тем, что Игорь называл бытовой обороной. Сняла новый банковский сейф, оформила доверенности на юриста, сменила сим-карту, пароли от почты, попросила знакомого мастера заменить замки в квартире. «А сын как зайдет?» — спросил он. «Никак», — ответила я. «Если ему нужно будет со мной поговорить, пусть сначала поговорит с моим юристом». Параллельно Игорь связался с больницей. Они зафиксировали факт поступления детей, результаты анализов, передачу остатков капкейков специалистам. Все бумаги легли в аккуратную папку, которая с каждым днем становилась толще. На 3-й день Данил привез результаты своего расследования. «Смотрите». Он разложил фотографии и распечатки на столе. «Вот мой сын у терминала, в красивом, но слишком знакомом месте казино, маскирующегося под развлекательный клуб. Вот он у дверей сомнительной конторы микрозаймов. Вот расписки, выданные под большой процент. Вот выписки по его картам, где крошечными суммами уходят деньги из семейного бюджета. Регулярное снятие с накопительного счета, который, как потом оказалось, был оформлен на детей. Общая сумма долгов около 700 тысяч», — сказал Данил. «С учетом процентов это будет только расти. Плюс дом. Они закладывали коттедж под кредит. Жена, похоже, не в курсе полной картины. Я почувствовала, как сжимаются челюсти. То есть он был готов убрать меня, чтобы закрыть свои долги и дальше жить, как ни в чем не бывало. Он был готов сильно рискнуть», — сухо ответил сыщик. «В такие моменты люди перестают считать чужие жизни реальностью. Есть только цифры и страх». Игорь пролистал папку, поднял глаза. «Уголовная перспектива крепнет. Мы подадим заявление, будем добиваться ареста. Параллельно заморозим все известные активы, чтобы он не успел ничего переписать». «Делайте», — сказала я. Где-то внутри все еще сидела крошечная, упрямая надежда. Может, он одумается, попросит прощения, все повернется. Но следующая его выходка показала, обратно пути уже нет. Через пару дней, когда мы с Игорем и Данилом сидели у него в офисе, пришло сообщение от Лены. «Нам нужно поговорить. О детях. О доме. О том, что будет дальше». Мы встретились в небольшом тихом кафе в центре. Лена выглядела старше своих 35. Под глазами тени, плечи опущены. Я положила на стол папку, которую подготовил Данил. «Здесь все», — сказала я. «Его долги, фото, расписки. То, как он снимал деньги со счетов детей. И да, вот эти капкейки тоже». Она листала медленно. Пальцы дрожали. На некоторых страницах оставались влажные следы. То ли от слез, то ли от горячего чая. «Вы думаете, я все это знала?» — прошептала она. «Я думаю», — сказала я мягко, «что он умел говорить убедительно, и что мы обе очень хотели ему верить». Она сделала вдох поглубже. «Что мне теперь делать?» «У тебя будет свой юрист», — сказала я. «Игорь поможет подобрать. Ваша тактика простая.
защита детей, раздел имущества, запрет на приближение. Дом нужно вытащить из залога, долги закрыть так, чтобы к вам не приходили коллекционеры. Я достала еще один лист. И мне нужна твоя правда в суде. О том, как он принес тот набор. Что говорил, как вел себя, когда узнал, что капкейки попали к детям. Только факты. Без украшений. Лена сразу кивнула. Я скажу. Это самое меньшее, что я могу сделать. Мы сидели, запивая тяжелые слова горячим супом, когда дверь в кафе резко открылась. Даня вошел так, словно видел нас в навигаторе. Быстрый шаг, красные глаза, взгляд, который ищет, куда бы воткнуться. «Конечно», — процедил он, — «конечно, вы вместе». Он подошел к нашему столику, даже не поздоровавшись. «Что она тебе уже наплела?» — бросил он Лене. «Она показала мне правду», — ответила та неожиданно твердо. «Про долги, про дом, про детей и про капкейки». «Это все она!» — Даня ткнул в меня пальцем. «Всю жизнь лезла в мою жизнь, и сейчас лезет. Тебе мало было моего детства. Так ты и старость мне решила испортить». «Я ничего тебе не портила», — сказала я тихо. «Я просто не умерла вовремя, как ты планировал». В соседнем углу официант замер с подносом. Несколько посетителей сделали вид, что читают меню, но явно прислушивались. «Мы в общественном месте», — напомнила я сыну. «Не забывай, что люди вокруг тоже умеют слушать». Он понизил голос, но не стал мягче. «Мама, давай по-семейному», — прошепел он. «Ты же не такая. Ты всегда всех жалела. Ну да, я переборщил. Хотел, чтобы тебе было легко. Но тебе же все равно. Ты сама всегда говоришь, что устала». «По-семейному было до капкейков», — ответила я. «Теперь по-взрослому». Лена поднялась. «Я ухожу», — сказала она. «Я буду защищать детей». И обратилась ко мне. «Спасибо, что не промолчали». Когда она ушла, он наклонился ко мне через стол. «Если вынесешь это куда-то дальше», — ледяным шепотом сказал он, «я пожалею, что тогда был слишком мягким». Я посмотрела ему прямо в глаза. «Ты уже ошибся», — ответила я. «Один раз. Второго не будет». В тот вечер я окончательно перестала считать его заблудившимся мальчиком. Передо мной был взрослый мужчина, который сделал осознанный выбор, а теперь пытался меня напугать. И я поняла. Страх — это именно то, на что он рассчитывает. Я вышла из кафе на прохладный воздух, набрала номер Игоря и сказала: «Действуйте. Мне больше нечего ждать». Дальше все стало похоже на чужой сериал, в котором я неожиданно играла главную роль. Игорь подал заявление в полицию и прокуратуру. Данил передал в больницу официальные запросы на анализы. Капкейки официально превратились в вещественное доказательство. Параллельно мы с Леной оформили через нотариуса соглашение. Дом за ней и детьми, кредит погашается за счет суммы, которую я перевела в обмен на отказ коллекторов от любых претензий к семье. Люди, которые раньше звонили Даниле с угрозами, встретились с нами в банке, получили свои деньги и поставили подписи, что не имеют отношения ни к жилью, ни к детям. «Нам не нужны чужие семьи», — сказал их главный. «Нам нужны только цифры». Цифры они получили, дверь в их сторону захлопнулась. Полиция тем временем собирала свой пазл. Из больницы пришли анализы, из кондитерской данные по заказу, из банка движение средств. Даня все это время пытался играть в знакомые роли. Писал мне сообщения то с угрозами, то с мольбами. «Ты пожалеешь. Давай все заберем. Я тебя все равно люблю, ты же понимаешь». Я просто пересылала все Игорю и выключала звук. Самым странным для меня было не то, что вокруг закрутилась уголовная история, а то, как постепенно менялась я сама. Я переехала в небольшую светлую квартиру в центре. Игорь помог подобрать вариант, где было спокойно и безопасно. Заменили замки, установили домофон с видеокамерой. Психолог, которому меня отправил, на первой встрече сказала фразу, которая неожиданно легла в самое сердце. «Валентина, вы много лет путали доброту с тем, чтобы всем было удобно».
А удобной маме проще сделать больно, чем той, у которой есть границы. Я сначала хотела возмутиться, но не смогла. Потому что вспомнила, как Даня годами просил: «Мам, там чуть-чуть займешь, я потом верну». Как я отменяла свои поездки, чтобы посидеть с детьми, пока они с Леной едут отдохнуть, а то мы оба устали. Как я терпела холодные взгляды и редкие смайлики в мессенджере. Я сама построила пьедестал, на который его поставила, и сама на него одного и молилась. Теперь этот пьедестал превратился в вещественное доказательство. У меня просто больно сжимается сердце, когда вспоминаю, что я сама не видела. Суд начался через несколько месяцев. Никаких громких шоу, хотя журналисты стучались в дверь. Обычный зал. Судья, прокурор, адвокат, несколько свидетелей. Я сидел рядом с Игорем и Леной. Даню завели в зал в наручниках. Он выглядел не так, как в моих воспоминаниях. Постригся короче, похудел, смотрел зло, но в этом зле уже не было прежней самоуверенности. Обвинения зачитывали сухим голосом. Покушение на жизнь пожилого человека. Создание угрозы жизни несовершеннолетних. Использование токсичных веществ. Мотив – корость. Потом выступали врачи. Они спокойно рассказывали о симптомах у детей, о результатах анализов, о концентрации вещества в креме. Эксперт объяснил простыми словами: если бы взрослый человек съел 2-3 капкейка, вероятность смертельного исхода была бы очень высокой. Я слушала и чувствовала, как по спине бегут холодные мурашки. Где-то рядом шевелился старый голос. Ну, может, он не понимал, может, его кто-то втянул. Но запись звонка, которую я по совету Игоря сделала в тот день у Люды, расставила все на свои места. В динамиках прозвучало: «Ты не должна была отдавать им. Я все рассчитал. Пара штук, и ты бы просто не проснулась. Никто бы ничего не понял». В зале кто-то шумно выдохнул. Больше слез у него не было, и я не хотела их больше слышать. Адвокат Данилы пытался говорить о сложном детстве, о стрессе, о невменяемой тоске по отцу, которого у него не было, но эти слова разбивались о сухие факты. Лена выступала спокойно, хотя руки ее дрожали. Она рассказывала о том, как Даня принес коробку со словами «Мама такое любит, будет в восторге», о том, как он паниковал, узнав, что капкейки попали детям, а не мне, и о том, как кричал у дверей, когда полиция уже зачитывала ему решение о временном ограничении на приближение к дому. Сестра Люда пришла и сказала свою правду. Я слышала, как он говорил, что так всем будет легче. Я не хотела верить, но теперь вижу, что закрывала глаза. Когда настало время моего выступления, судья попросил: «Говорите помедленней». Я рассказала все. Как открывала коробку, как пах сладкий крем, как я по привычке решила поделиться с детьми, как мой собственный сын впервые в жизни больше боялся за то, что я жива, чем радовался этому. Ни крика, ни слез. Психолог подсказала мне простую вещь. Вам не нужно убеждать суд. Вам нужно назвать вещи своими именами. Так я и сделала. В последнем слове Даня пытался говорить о любви, о том, что хотел облегчить мою жизнь и освободить от страданий. Слушать это было тяжело, но я стояла прямо и думала: любовь не добавляют в торт такими способами. Приговор прозвучал в тишине. Суд признал его виновным, назначил реальный срок, отдельно указал на угрозу детям и попытки давления на свидетелей. Я не радовалась. Внутри было ощущение тяжелого, но ровного «да». Да, это произошло. Да, мы прошли через это. Да, за это положено наказание. Жизнь после суда не стала сказкой, но она стала, наконец, моей. Я окончательно обжилась в новой квартире, повесила на стены старые фотографии, но убрала из рамки те, на которые пока не могла смотреть. По четвергам ко мне начали приходить женщины, знакомые знакомых,
Те, кто однажды написали мне после короткого интервью на местном канале. Мы сидели на кухне, пили чай, говорили о похожих историях. Кто-то рассказывал про сыновей, которые тянут деньги на бизнес. Кто-то про внуков, которых используют как повод манипулировать. Кто-то просто учился произносить слово «нет» вслух, не шепотом. Иногда приходил Игорь, объяснял, какие документы полезно оформить, чтобы старость не превращалась в заложничество. Иногда заходил Данил-сыщик, привозил из полиции буклеты о бесплатной юридической помощи. Лена начала новую жизнь. Она работала, тянула детей, приходила ко мне иногда вечером просто посидеть в тишине. Лиза забиралась на мой диван с книжкой, Костя приносил мне свои разобранные и собранные очередные будильники. Мы не обсуждали тюрьму, мы обсуждали их уроки, друзей, планы на каникулы. Я варила густое какао, жарила оладьи и в первый раз за много лет понимала — это просто нормальная, тихая семейная жизнь. Однажды мне пришло письмо из колонии. Почерк Данилы, слова про раскаяние, сложные обстоятельства, детство без родителей. Я прочитала и услышала в каждой фразе знакомый изгиб интонации, тот самый, благодаря которому я десятилетиями путала жалость с любовью. Сделала чай, подождала, пока улягутся мысли, и ответила коротко. «Даня, я получила твое письмо. Я не желаю тебе зла и не собираюсь мстить. Но мое выздоровление не зависит от твоего раскаяния и не требует встречи. Я буду жить дальше, заботясь о себе и о тех, кто меня не пытается уничтожить. Мама». Я отправила письмо и впервые почувствовала внутри не боль, а границу. Через несколько лет меня приглашали на заседание по условно-досрочному. Судья спросил, есть ли у потерпевшей мнение. Я сказала, за это время дети выросли без угроз и ночных звонков. В их доме тихо. Раны затянулись не потому, что мы забыли, а потому что нас перестали дергать. Я считаю, что сейчас преждевременно его отпускать. Суд отказал в УДО. Я вышла на улицу, глубоко вдохнула и подумала, это не победа, это порядок. Сейчас мне 70. Я живу одна, но не одна. По четвергам у меня круг, по воскресеньям блины для Лизы и Кости. Раз в месяц мы с Игорем и еще парой юристов проводим бесплатные консультации для пожилых в районном центре. Мы не спасаем мир, мы просто помогаем еще нескольким людям встать на свои ноги и сказать свое «хватит». Иногда, разбирая шкаф, я нахожу маленькие вещи, оставшиеся от той прошлой жизни. Например, бумажный вкладыш от того самого набора, с логотипом кондитерской и слоганом «Подарите сладкий момент тем, кого любите». Я беру его в руки, улыбаюсь и думаю, кто-то действительно подарил, только сладким этот момент был недолго. Главный вывод я сделала поздно, но крепко. Доброта без границ — не доброта, а удобство для тех, кто садится вам на шею. Любовь без последствий — не любовь, а страх остаться одному. Границы — это не жестокость. Границы — это забота о себе и о тех, кто рядом с вами по-настоящему. Спасибо, что дослушали мою историю до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вам лет и из какой вы страны. Это помогает нам понимать, как много нас, тех, кто учится жить по-новому. И если вы знаете человека, которому сейчас трудно сказать «нет» родным, перешлите эту историю. Пусть он услышит, что даже в 70 можно поставить точку и начать жить с чистой строки. Подписывайтесь на канал. Впереди еще больше историй из жизни, без сказочных финалов, но с живыми людьми и их выбором.